Друзья мои, рад видеть вас на очередной ежегодной большой битве доступного зимнего транспорта 2024. Сегодня будет жарко, погнали! Привет-привет! С вами Ревью Машинс, ваш привычный голос за кадром. И это традиционная ежегодная большая битва зимнего транспорта 2024. Для тех, кто здесь новенький, вкратце напоминаю суть мероприятия. Раз в году со всей страны съезжаются самодельщики, владельцы и производители зимней техники, снегоходов, мотобуксировщиков, снегокатов и прочих зимних вездеходов. По большому счету критерий только один. Вся техника должна быть сравнительно доступной. Ну и само собой выходит так, что 90% представленной техники производится у нас. Сегодня мы постараемся показать ключевые моменты этого яркого события. Обязательно изучим все результаты, затронем и скандальные моменты, как же без них. В общем, будет интересно. Поприветствуем наших участников, которые потихоньку съезжаются на стартовую площадку для обязательного брифинга. И затем, перед официальным открытием битвы, участники выходят на прогревочный круг, чтобы еще раз убедиться в готовности своей техники к предстоящей борьбе. Как можно заметить, мероприятие быстро развивается. В этом году только официально зарегистрировано 64 разных машины для участия в соревнованиях, а множество другой техники присутствует для выставки тест-драйвов. Конечно же, давайте поблагодарим организаторов битвы Дмитрия Басова и Михаила Магуайра за огромную проделанную работу. Задача у них действительно непростая. А между тем битва начинается, и сейчас я постараюсь объяснить, как тут все устроено. Все участники делятся на 5 категорий: тягачи, лыжные модули 13-сильные и свыше 13, снегоходы и снегокаты. Все категории будут выступать в различных дисциплинах. Сейчас начинается массовая кольцевая гонка тягачей. Это основная дисциплина, результаты которой больше всего повлияют на исход всей битвы. Суть ее в том, чтобы за 30 минут проехать больше всего кругов по пересеченной трассе протяженностью более 2 километров. Круги, пройденные после 30 минут, не идут в зачет. Если количество кругов у участников совпадает, сравнивается их время на финише последнего круга. Итак, тягачам предстоит гонять 30 минут, а мы пока перемещаемся к другой дисциплине. В этом году битва проходит в новом формате. Суть в том, что все дисциплины работают одновременно. Пока сейчас тягачи 30 минут будут гонять, участники остальных категорий выступают в доп. Испытаниях, чтобы зарабатывать бонусы и повлиять на финальный результат. Таким образом, все 64 участника постоянно задействованы в соревнованиях, чтобы не ждать, пока основную трассу откатает та или иная категория. Поэтому на полигоне царит некий азартный хаос. Для участников так, конечно, веселее. Но мы вдвоем с оператором одновременно во всех местах оказаться просто не могли, поэтому многое на камеру не попадает. Если не увидели себя, не обижайтесь. В любом случае, в конце я покажу все официальные результаты битвы по всем категориям. А вот здесь проблема будет. Кстати, мы наблюдаем сейчас дисциплину триал. Здесь задача участников проехать по трассе с препятствиями, собрав по пути все ворота чекпоинты по порядку их номеров. Трасса с множеством крутых поворотов, с ямами и подъемами, так что задача непростая. Обрати внимание на участника на уникальной технике. Это своего рода гусеничный снегокат с сиденьем, с очень интересной особенностью. Как вы заметили, в качестве рулевого механизма наездник использует свои ноги, обутые в лыжи. Оригинально, не правда ли? К триалу мы еще вернемся, а в это время стартует следующая дисциплина. В этот раз это парные заезды на скорость, категория снегоходы. Тут все просто. 2 снегохода одновременно стартуют на небольшом участке трассы с целью опередить соперника до финиша. Первая пара участников. Желтый снегоход Тарос против красного снегохода Тафар. Смотрим.
В этой паре прототип Irbis SF300 SL соревнуется с утилитарным собратом Tungus 500L. Погнали! 12:40. Как видим, 300-ка оказывается заметно быстрее утиля. Идем дальше. Завершилась у меня гонка. В этой паре Тарос соревнуется с Друаком. Смотрим. На этот раз Тарос оказывается быстрее. Следующая пара. Новейший снегоход Falcon против также нового Irbis SF200 SL. Смотрим. У нас так, как по плану, так и есть. 12:30. Мы уже здесь ждем. Замерзли мастер. Falcon здесь опережает своего соперника. А здесь на старте две электрички. Красный электроснегоход Тафалар против прототипа Irbis Electra. Погнали! Дмитрий, скажите, пожалуйста, по 75-му номеру есть информация? Irbis Electra первая на финише. Идем дальше. Евгений, нам здесь пока сидеть или может Максимально было... Тем временем массовая гонка тягачей продолжается, но скоро отведенные им 30 минут истекут. Как видим, трасса действительно непростая, и иногда участникам приходится очень трудно в некоторых моментах. Даже соперники иногда помогают друг другу, чтобы можно было продолжить гонку. Ну а мы давайте пока посмотрим, что происходит на триале. Тем временем на триале выступает Виталий под 51 номером на мотобоксировщике компании Bolt Motors, которая широко представлена на этом мероприятии. Проходя триал на мотобоксировщике, от наездника требуется хорошая физическая подготовка, так как мы помним, маневрировать на мотособаке приходится усилиями своих рук. От техники здесь требуется прежде всего устойчивость в работе мотора, в том числе и на уклонах, и быстрый отклик на газ. Вообще, в рамках мероприятия Bolt Motors представила новинки своей техники, которые можно тут же опробовать. А также хочу рассказать вам еще одну очень интересную новость компании. Теперь для всех смартфонов доступно приложение компании Bolt Motors, которое будет полезно как уже состоявшимся владельцам их техники, так и будущим клиентам. Здесь представлен весь ассортимент техники Bolt Motors со всеми новинками, комплектациями и доступными опциями, а самое главное, актуальными ценами. Так что прямо через приложение можно оформить заказ и доставку и наблюдать его статус. И еще что очень удобно, на любой вид техники здесь представлен полный ассортимент запчастей с наглядной схемой и фото. Так что любую запчасть можно легко идентифицировать. Тут же цены на все и возможность для заказа. Здорово, не так ли? Для всей продукции здесь можно найти руководство для пользователя. Если вы хотите посмотреть технику, здесь можно выбрать ближайшего к вам дилера для посещения, найти его контакты. Через приложение постоянно работает служба поддержки, где вы можете оперативно решать возникающие вопросы. Представлены самые свежие интересные новости компании и индустрии в общем. Можно ознакомиться с фото и видеообзорами продукции компании. Отличное и удобное приложение. Уже можно скачать на iOS и Android. Оно будет полезно, неважно, владеете ли вы уже продукцией Bolt Motors или только думаете о покупке. А на триале в это время выступает наш с вами давний знакомый. На гусеничном вездеходе Patrol Truck Mini. Постоянные наши зрители могут помнить обзор на эту машину у нас на канале. Это очень маневренная техника с бортовым поворотом, так что в этом испытании патруль чувствует себя довольно уверенно. Напоминаю нашим зрителям, что в основной зачет идет массовая гонка. Остальные дисциплины — это доп. Активности, чтобы участникам было чем заняться, пока другая категория занимает основную трассу. Кстати, просьба к вам, друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой формат битвы вам больше нравится. Одновременный, как в этот раз, или когда все по очереди проходят каждую дисциплину, как в прошлом году. Жду ваших мнений.
Выше, выше, я тебе нужен. Тем временем тягачи освобождают основную трассу, уступая место для так называемых снегокатов. Это сравнительно новый вид зимней техники, который быстро набирает популярность. Можете увидеть подробности в нашем обзоре по ним. Задача все та же. Максимальное количество кругов за 30 минут. Погнали! И пока снегокаты начинают свою гонку на выносливость, мы перемещаемся снова на участок с заездами на скорость. Там соперничество среди снегоходов как раз в самом разгаре. На старте оранжевый снегоход Motox и новый Irbis SF200 SL. Погнали! На финише Irbis первый. Переходим к следующей паре. А это тот самый скандальный момент, о котором я упомянул в начале. Суть в том, что на мероприятии есть два вида регистрации. Электронная, которая начинается заранее, за месяц до события, где все заявки заполняются участниками и рассматриваются организаторами. И есть регистрация непосредственно в день события. Взнос за участие в этом случае гораздо больше, но и времени на рассмотрение заявки практически нет. Так вот, при регистрации в день мероприятия из-за спешки в категорию снегохода был допущен зверюга совсем другого класса. Это большой брендовый снегоход Arctic Cat, в разы большей мощности, чем все остальные участники. Естественно, остальным соперничать с ним крайне трудно. Вот и в данном случае результат заезда с Тафаларом вы видите. Но это только начало, результат будет далее. Следующая пара снегоходов. Фалькон и снегоход Тарос. Смотрим. Снегоход Фалькон опережает своего соперника на финише. Еще один заезд. Новый снегоход Irbis SF300 SL против Тафалара. Погнали! В этом заезде Irbis быстрее. А между тем параллельно происходит испытание Царь горы. Тут тоже жарко и интересно. Здесь задача проста. Надо заехать на гору. Но есть два участка. Один попроще, где пытались заехать в основном мотособаки и подобный транспорт. Тут же снова встречаем нашего уже знакомого лыжника, который берет подъем без особых затруднений. Надо сказать, что на этом участке затруднений не возникает практически ни у кого, за редким исключением. Гораздо больше интереса представляет второй, более сложный участок, где те же мотособаки даже не пробуют забраться, опять же, за редким исключением. Первыми пытаются забраться пара снегокатчиков. Посмотрим, увенчаются ли успехом их попытки. Как видим, не особо успешно. Следующим пробует Irbis SF200 SL, но с тем же результатом. Еще одна попытка, новый снегокат-трусоход. На этот раз подъем взят. Irbis электричка пробует. Успешно. Гусеничный вездеход Циклон пробует взять подъем. Бывает и так. Пробует Irbis SF300 SL. Отлично. Еще одна попытка у Irbis 200-ки. Не без помощи, но можно сказать, подъем взят. Утилитарный Irbis Тунгус пробует. Увы.
Друзья мои, спонсор этого выпуска – снегоходное масло Лавар. Это синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей снегоходов. Продукт разработан с использованием высококачественных базовых компонентов и специальных добавок, которые улучшают производительность двигателя во всех условиях эксплуатации. Температура застывания минус 45 градусов, так что можно применять во всех регионах с суровым климатом. Масло содержит комплекс новейших присадок, значительно увеличивающий прочность масляной пленки и способствующий поддержанию стабильной работы двигателя при экстремальных нагрузках. Также оно соответствует всем последним требованиям ведущих производителей техники и отраслевым стандартам. А мы переносимся на участок Триала, где на трассе прямиком с Царя-горы пробует свои силы гусеничный вездеход Витар Циклон. Как мы знаем, трасса крайне извилистая, поэтому бортоповоротная машина чувствует себя здесь увереннее той же собаки, где для маневров нужно прикладывать собственные усилия. Кстати, в прошлом году мы видели эту машину в вариации тягача, как обычно мотособака, только с бортоповоротом. В этот раз это уже своего рода мини-вездеход, так как наездник сидит непосредственно на машине. А это наш давний друг Михаил, компания «Скутермар». Давай, Мишаня! Не будет преувеличением сказать, что это, наверное, один из самых профессиональных гонщиков на этом мероприятии. Миша каждый сезон традиционно забирает множество кубков, наград и призов практически на любом подобном мероприятии. Вот и в этот раз приятно наблюдать, как он мастерски проходит триал, хотя выступает он всего лишь на 8-сильной собачке с модулем. Нужен крузак для перетягивания. Тем временем снегоходчики продолжают выяснять отношения в заездах на скорость. В этот раз Фалькон стартует с электричкой от Ирбиса. Электричка на финише первая. А здесь старт мы немного прошляпили. В этом заезде Ирбис 300 соревнуется опять же с Фальконом. Трехсотка приходит первой. А здесь соревнуются два новейших Ирбиса. Один электро, второй бензо. Смотрим. Как видим, незначительно, но ДВС-версия опережает электричку. Тут еще не начал. Ну и снова тот самый нашумевший Arctic Cat. На этот раз вызов ему бросает самый успешный из Ирбисов. Хотя результат, я думаю, уже заранее очевиден. Что ж, смотрим. Ну, а ты что? В это время Царь горы продолжается. На сложном участке забраться в подъем пробует Тофовар.
Отличный результат. Одна из редких мотособак пробует на этом участке. Это также Тафалар. Но собакам здесь слишком трудно. Снегоход Тафалар закрепляет свой успех во второй попытке. Мотособака Тафалар снова пробует повторить успех собрата. Снегокат пробует покорить гору. Успешно. Миша на своей легендарной собачке пробует. Но, увы. Ирбис SF300 SL красиво берет это испытание. Патруль мини-трак пробует взять подъем. Закончив заездами на скорость, снегоходчики добираются до Триала. На трассе SF300 SL. Смотрим за его выступлением. Напоминаю, перед нами прототип снегохода, который совсем скоро будет запущен в серию. Он оборудован 290-кубовым 28-сильным мотором. Как мы видели сегодня, снегоход показывает себя отлично. Электроснегоход Ирбис также здорово выступает на триале, показав один из самых хороших результатов на этом участке. Мгновенный отклик на газ и мощная тяга самых низов здесь играет большую роль. Кстати, в предыдущем ролике у нас в обзоре все 4 новых снегохода Ирбис, так что если интересны подробности про них и вы не видели наш ролик, обязательно посмотрите. Low voltage. Low voltage. Импульс бросаю. Трассе снегоход Тафалар оборудованный 20-сильным мотором. Обзор на снегоход также есть у нас на канале. Если не видели, посмотрите. А мы пока наблюдаем за его выступлением на этом участке. Итак, друзья, кульминация битвы. Основная трасса открывается для категории снегоходы. Напоминаю, результаты этой дисциплины повлияют больше всего на призовые места всей битвы. Условия все те же. За 30 минут накатать больше всего кругов. Круг свыше 30 минут в зачет не идет. При совпадении количества кругов сравнивается время на финише. Длина круга протяженная, свыше 2 километров. Поэтому основные события этой гонки, увы, разворачиваются за кадром. Но все же некоторые моменты мы смогли поймать. Смотрим и наслаждаемся, друзья. Итак, друзья мои, наш жаркий зимний день подходит к концу. Все трассы закрыты, участники отдыхают и восстанавливаются с помощью чая и горячей вкуснейшей кухни, которая сегодня работала для нас весь день. Сразу скажу, призовой фонд в этот раз сильно удивил даже самых взыскательных участников. Спонсоры битвы буквально завалили призами всех победителей, и даже не только победителей. Организация мероприятия отличная. Еще раз огромное спасибо Дмитрию Басову и Мише Магуайру. Ну и сейчас я буду показывать официальные сводные таблицы с результатами в каждой категории, которые мне предоставили организаторы. Таблицы я показываю в первозданном виде, без каких-либо правок. Так что если будут какие-либо вопросы к результатам, пишите в комментариях. Надеюсь, организаторы ответят. Ну и что касается снегоходной категории, предсказуемо первое место занимает Arctic Cat,
Как мы знаем, он по мощности гораздо превосходит всех остальных участников. Также пишите в комментариях, как вы считаете, справедливо ли это? Нужно ли ставить мощные бренды и наши снегоходы в одну категорию, гоняться на равных? Или все же нужно разводить их по разным группам? Если вы присутствовали на этом событии, также большая просьба, делитесь впечатлениями, высказывайте свои пожелания на будущие сезоны. Поверьте, организаторы внимательно изучают все мнения. На этом наш ролик подходит к концу, но прощаться по традиции не будем. Увидимся в комментариях прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, а также на все остальные наши площадки, чтобы не потеряться в дальнейшем. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. До встречи!